Всем привет, вы на канале ShockGame. В этом видео расскажу о расте на консолях спустя месяц игры. И также добавлю немного информации для людей, которые писали гневные фразы в моем видео на обзор Rust на PS4. Я там сказал, что игра лучше оптимизирована, чем на ПК. Пошли тонны хейта от людей, у которых видюхи стоят больше, чем моя PS4 Pro, и которые явно не играли Rust на выходе или в игру так 2015, где Rust на ПК пробил дно в игровой индустрии. А спустя только лет 5 игра пришла в чувство, и в нее начали играть агрессивные школьники, которые пишут, что на их RTX игра работает лучше, чем на моей PS4 Pro 2016 года выпуска. К чему я все это вел? На мощных ПК раз с последними обновлениями выглядит хорошо, даже отлично. Но если у вас среднее железо или того хуже, то на PS4 игра выглядит лучше, и игровой экспириенс будет куда лучше и приятнее на PS4, чем на ПК. Лишь это я имел в виду в том видео. И сравнивать Rust на ПК и консолях не стоит, это две разные игры, несмотря на то, что у них один издатель и одно название. Консольная версия игры очень урезана, в силу того, что железо приставок 2013-2016 года не могут справиться с нагрузкой столь масштабной игры. Хотя если бы портированием занималась какая-то из студий Sony, и они не были бы так ограничены в бюджете и по времени, тогда думаю все было бы куда лучше, чем получилось на выходе. А теперь об игре на консоли. Сразу расскажу, что на релизе было куча проблем, и игра вылетала просто миллион раз. Больше всего коснулась PS4. На PS5 тоже были вылеты, но куда меньше. С Xbox ситуация лучше. Там быстрее находились проблемы и быстрее их решали. Мы же ждали месяц обновления 1.3, которое должно было исправить вылеты в игре. Их вроде бы исправили, по крайней мере, пока не замечали, чтобы вылетал синий экран во время игры. Мог вылететь только во время подключения к серверу или при запуске игры в меню. На фоне тех проблем и ошибок, что были ранее, это даже не проблема, а возможность просто поставить чайник, пока игра снова запустится. Теперь об FPS и оптимизации в целом. Все очень нестабильно. На разных серверах по-разному и на разных консолях, не считая PS5 и нового Xbox. Там вроде проблем нету критичных. Вот на PS4 неоднозначно. Бывает у человека на PS Fat или Slim игра идет лучше, чем на PS Pro другого игрока. А бывает жизнь ставит все на свои места и на прошке проблем нету. В основном на фатке. Поиграв месяц с разными людьми, понял, что здесь чисто рандом. И неважно, новая консоль или старая, как ты за ней смотришь, FPS с переменным успехом будет проседать у всех. Само собой, на PS4 FAT играть не так комфортно, как на прошке, но играть можно. Было и такое, что в игре не было багов и фризов, но потом снова появились, и FPS падал. Сейчас в игре на момент записи ролика есть фризы, подлагивания, просадки FPS, непрорисовка персонажей, подвисание при беге, прыжке или других действиях. Это самые основные проблемы, хотя на релизе проблем было меньше, но были более глобальные. Теперь отвечу тем, кто думает, стоит она своих денег или нет. Скажу честно, если у вас PS4, то пока ее не стоит брать за свои деньги. Игра хорошая в своем жанре, популярна на консолях, так как аналогов мало, но на $50 она не тянет. Лучше подождать акции. $25 это ее цена в таком виде, как она есть сейчас. Или ждите обновлений, со временем все исправят. Если взять Rust на ПК в 2015 году и Rust на консолях сейчас, то Rust на ПК курит в сторонке, при том, что игра вышла в 2013. Но думаю, что до конца года игру приведут в чувство. Как только игра снова будет достойна вашего внимания, я обязательно сделаю ролик об этом. О том, что игру можно брать и играть. Главное, подпишитесь и поставьте лайк. Так, напоследок добавлю немного информации об игре. В игре есть скины и магазин скинов, который пока отключили. Заработать он должен с обновлением 1.4. Также в игре есть недельные сервера и месячные, где вайп раз в неделю по постройкам и раз в месяц по чертежам. Есть кросс-сервера с Xbox и PS, правда они немного глючные бывают, но можно найти нормальные, где постоянно большой онлайн. Игрокам на PS4 не советую такие сервера, так как у Xbox игроков есть преимущество в игре. Игра чувствуется совсем по-другому, когда играешь на серверах PS4 и Xbox. Также игроки Xbox подключают мышку и клаву. Разработчики игры против таких действий. Для них консоль есть консоль. Играйте с геймпада, и в этом я с ними согласен. Лично я не проверял, но мышку и клаву на PS4 нельзя подключить. Говорили игроки, которые пытались, что подключали клаву и мышку, игра просто не видит эти устройства.
Это если они не прошиты или там нету макросов. Но мне лично попадались игроки, которые играли на мышке, потому что так как они стреляли и попадали в голову, без щитов на мышку так нельзя стрелять с геймпада. В любом случае, как заявляют разработчики, они за честную игру и будут бороться с такими игроками. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, хотели бы вы поиграть в Rust на своей консоли. Как вам вообще игра, если вы уже играли.